Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Как вы видите, я не одна в этом видео. Со мной студент Сулейман. Из Туркменистана. Да, Сулейман, назовите полностью ваше имя. Хорошо. Меня зовут Сулейман, я из Туркменистана. Мне 18 лет. Мой родной город Марин. Да. Сулейман представился, и сегодня Сулейман согласился поделиться советами с иностранцами, которые приезжают первый раз в Россию. Сулейман, расскажи, как тебе в России? В России мне очень хорошо. Когда я приехал в Москву, мне очень понравился. Сейчас тоже нравится. Москва – это чистый город, поэтому мне очень понравился. Сколько времени ты уже в Москве? 9 месяцев. 9 месяцев. Это значит, когда ты приехал? 1 сентября. Прям 1 сентября. Отлично. Скажи, пожалуйста, когда ты приехал, ты уже знал русский язык? Да, но чуть-чуть. В школе я не выучил, а потом после школы я бесплатно выучил 3 месяца. А где ты бесплатно учил? У меня был учитель, русский учитель. Так, хорошо. Скажи, сложно из Туркменистана приехать в Россию? Нет, Нет. не сложно. Что нужно сделать? Нужно сделать визу, Угу. купить билеты. Да. Что ты сейчас делаешь в Москве? Я изучаю русский язык. И все? Да. И все. А зачем ты учишь русский язык? Когда я был в школе, мне было 16 лет, я хотел стать студентом. Я очень люблю географию, поэтому я приехал в Москву, надо стать учителем. Я Так, то буду есть стать учителем. Да. ты хочешь стать учителем? Да. Отлично. Расскажу по секрету, Сулейман не только изучает русский язык, но также учился у меня на филологическом модуле. То есть Да. он изучал филологию. Трудно? Да. Нет, Скажи, трудно Нет. учить русский язык? нет, не трудно. Общаясь с русскими друзьями, я первый раз скажу друг, иностранец, можно простыми словами. Я был дома в Туркменистане, я много посмотрел сериалы, и сейчас тоже, и слушал музыку, русскую музыку. Расскажи, как ты учил русский язык в Туркменистане и как ты учил русский язык здесь, в Москве? В школе я все равно плохо учил, но в Москве, я думаю, хорошо, нормально. Нормально. Сулейман уже сдал экзамены, да? Да. Поделись, как хорошо ты сдал экзамены? 4. На 4. Да. 8 баллов это нормально, я думаю. 80. 80. Да. Извините. 80 это нормально. Хорошо. Можешь рассказать о жизни в Туркменистане и отличается, есть ли что-то другое в жизни в России? Жизнь в Москве у нас нет мама, папа и брат. Иногда скучаю. Еще я скучаю туркменские фрукты, арбуз и дыня. Этого в России нет. Что бы ты привез из Туркменистана с собой в Россию? Я взял с собой зимние одежды, теплые одежды. Я думал, в России всегда холодно, поэтому я взял зимние одежды, например, куртку, шарф, шапку, зимнюю обувь, перчатки. Всё. А в России правда холодно? Да, да. Круглый год? Весь Нет. год холодно? Нет, не холодно. Например, июль, август нормально, хорошая погода. Но осенью, зима, это холодно. Холодно. Как ты готовился к приезду в Россию? Я сказал уже, я учил русский язык, Так. купил одежды, новые одежды. Ты что-нибудь читал о России, о людях в России, о том, как нужно жить в России, что нужно делать?
Нет, Нет? нет. То есть, когда ты приехал в Россию, тебе было ничего не известно. Да. Что ты рекомендуешь людям, которые едут в Россию первый раз? Что им нужно узнать до приезда в Россию? Учить русский язык. Так. Не бойтесь. Мгм. Чего не бойтесь. И всегда будьте открытыми. Почему? Надо учить русский язык. Это обязательно надо. Так. И не бойтесь, потому что если кто-то боится, это, я думаю, плохо. Всегда будьте открытыми. Будьте открытыми. Да. Хорошо. Скажи, как тебе живется в России? Ты живешь в общежитии? Да. Трудно жить в общежитии? Нет. Жизнь в общежитии это весело. Мгм. Но в общежитии иногда может быть шумно и нечисто. В нашем комнате есть у меня 3 соседа, и каждую неделю мы моем полы. Мгм. А кто готовит еду? У меня есть сосед, он из Туркменистана, и мы готовимся по очереди. Готовим по очереди. М. Мгм. Ты умеешь готовить? Да. Скажи, трудно учиться в России? Нет, я думаю, не трудно. Надо внимательно слушать, запомнить и учить. Мгм. Не трудно. Не трудно. Хорошо. Трудно ходить в магазины? Нет. 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 А говорят, что нужно в магазине говорить только по-русски, и если ты не знаешь русский, то все, беда. Но я нормально, я знаю. Но я не боюсь в магазине. Где-нибудь тебе страшно в России? Нет. Нет. Безопасно. Ничего страшного. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, что тебе помогло быстрее понимать русских людей? Я общаюсь с русскими друзьями. Я скажу простым словом, вы говорите. Я думаю, надо посмотреть фильмы, русские Мгм. фильмы, сериалы, и слушать русскую музыку, и учить русский язык. Что иностранцам обязательно нужно попробовать в России? Давай из еды. Что нужно попробовать из еды? Я уже попробовал русские пельмени, русский борщ, блины, пирожки Мгм. и холодец. Это все съедобное? Можно есть? Конечно, Вкусно? да. Мгм. Что тебе нравится больше всего из того, что ты назвал? Пельмени. Пельмени. М. Так, а ты умеешь сам готовить пельмени? Нет, я куплю в магазине Мгм. и готовлю. И готовишь, да? То есть такой вот субпродукт, Да, можно сказать. Хорошо, отлично. Что нужно попробовать сделать в России? Например, то, что ты никогда не делал раньше, но вот в России обязательно нужно сделать. Если кто-то можете блины, Мгм. ну можно. То есть Я начать думаю, это готовить русскую еду. Еду, да. Скажи, пожалуйста, что бы ты Мгм. привез из того, что ты не привозил? Вот что нужно с собой взять, Мгм. а ты забыл это взять? Кто нас сейчас смотрит, этого не сделал. Мгм. Обязательно взяли. Я не взял фрукты, Мгм. и я думаю, я забыл фоточки. Мгм. Какие фоточки? Фото семьи? Фото семьи и фото школьники. Так, С друзьями. с друзьями. Мгм. То есть, если бы у тебя были фотографии, ты бы так не скучал. Да. Но у тебя же есть фото в телефоне. Да, есть. Но мои друзья сейчас в армии, М, поэтому трудно. Поэтому трудно, Мгм. грустно, скучно без Да, них. скучно. Так, хорошо, отлично. Говорят, зимой в Москве, в России очень холодно. Это правда? Ну, я думаю, неправда. Неправда. Да. Я приехал в Москву, не холодно. Мгм. Я думаю, не знаю. Не Но очень следующий холодно. год будет, не знаю. Ну да, говорят, что в этом году была очень теплая Теплый, зима, да. зато холодное лето. Да. Так, хорошо. А есть ли какие-то хитрости, которые помогают не замерзнуть, если будет правда холодно? Зима, надо выпить горячий чай Мгм. или кофе и одевать куртку
шарф, шапку и носит носки, 2 пары. 2 пары. Да. И все. И все. Ничего страшного. Да. Так, но заметьте, да, что в России всегда пьют горячий чай, ну, горячий кофе, это тоже стандартно, и пьют круглый год, и зимой, и летом. В Москве холодная зима, но в Туркменистане не холодно. Да. Например, зимой минус 10 или 15. Мгм. И летом очень жарко, 40, 45. Очень Очень жарко. жарко. В Москве есть метро. Так, Да, в Туркменистане нет. нет метро. А ты часто пользуешься общественным транспортом в Москве? Общественное это метро, Метро, да, автобусы, трамвай, Мгм. троллейбус. Ну, и троллейбусов автобусы. уже нет, да. Автобусы. Автобусы И метро. Все. и метро. Автобусы и метро. Что тебе нравится больше всего? Автобусы или Метро. метро? Метро. Почему? Когда я приехал в Москву, мне очень понравилось. Я первый раз видел и все любил. Все, любовь с первого взгляда. Так, хорошо. То есть сейчас у нас в Москве лето. У нас сегодня 5 июля. И сейчас на улице температура плюс 19. Это как Хорошая погода. хорошая погода. Но правильно, это как зимой в Туркменистане. Или Нет, нет. Но это не лето. Это не лето, да. Это в Туркменистане может быть осень или весна. Да, осень или весна. Так, ну все. Последний вопрос, Сулейман. Какие ты дашь советы, как учить русский язык? Выучить русский язык первый. Второй, не бояться. И третий, всегда будьте открытыми. Это общие советы. А как учить русский язык? Вот давай остановимся на первом твоем совете. Учить русский язык, например, падежи, глаголы. Да. То есть учить русскую Да, грамматику. грамматику, да. А что еще ты рекомендуешь делать, чтобы лучше говорить и знать русский? Слушать музыку. Так. Это помогает посмотреть фильмы, сериалы. И общение с русскими друзьями. То есть Они очень обязательно хорошие. русские люди хорошие. У тебя много русских друзей? Да, 6 или 7. Мои соседи. Все соседи. Так, ну что, спасибо большое, Сулейман. Сулейман сегодня рассказал нам не только о своей жизни в России и о том, как он учит русский язык, но также и поделился советами, что нужно делать, когда вы приезжаете в Россию, а также как учить русский язык. Спасибо, Сулейман. Пожалуйста. Продолжай учить русский язык. Хорошо. Все, всем спасибо. До свидания. Пока-пока, до скорой встречи и давайте дружить, общаться на русском языке. Пока-пока. Хорошего дня.